NES Classic Mini, она же NES Classic Edition в США. Весьма спорная штука. С одной стороны, это просто эмулятор на Linux, который представляет разве что коллекционную ценность. И гораздо лучше купить какой-нибудь Raspberry Pi. Даже официальный сайт нам говорит, что это в первую очередь просто хороший подарок для коллекционеров и игроков. Ничего более. С другой стороны, это все-таки готовые решения, которые имеют привычный дизайн, оригинальные контроллеры и работает прямо из коробки на современных телевизорах. Что еще нужно рядовому пользователю? Споров на эту тему много, но с одним согласны все. Встроенных 30 игр явно мало. Пусть там собраны и самые хиты, но очень уж не хватает возможности добавлять или, что было бы логично, докупать другие игры. Особенно для жителей России, где в 90-е царило пиратство и популярны у нас были совсем другие игры. Пираты не завозили к нам многие хиты, зато познакомили нас, например, с Battle City, которая за пределами Японии официально не выходила. Но в России стала, наверное, даже более узнаваемой, чем Марио. Всем привет! С вами Кластер, и сегодня я расскажу о том, как я дорабатывал NES Mini. Но сначала немножко нудной предыстории. Сам я консоль эту не покупал, так как не видел для себя особого смысла. И мне ее предоставил Виктор Карасев с канала «Уютный подвальчик», чтобы я ее взломал, и мы вместе сняли бы новый выпуск, пока все играют. Хайп был бы запредельный. И хотел бы я сейчас традиционно сказать свою фразу «приступим», но у меня не хватило на это мозгов. Да, я подпаялся к Word-выводам, чтобы получить доступ к консоли. Доступ к консоли у консоли. Как-то странно звучит. Ничего, кроме надписи Starting Linux, я там не увидел. Да, я запустил на ней свою сборку Linux, следуя инструкциям из интернета. Но на этом все и встало. Моих познаний в Linux не хватало даже для того, чтобы получить доступ к NAND памяти. Витя уговаривал меня выпаять оттуда флешку и собрать для нее программатор. Это какое-то варварство. Я понимал, что есть способ проще, но не мог справиться. Так и появилась у меня эта консоль без дела, пока в один прекрасный день человек под ником MadMonkey с форума gbx.ru не взломал NES Mini. Парень явно с мозгами. Вообще, полно людей, которые гораздо умнее меня, просто они не лезут понтоваться этим на YouTube. Но вернемся ближе к делу. Только повторюсь еще раз. Я не взламывал NES Mini. Это сделал MadMonkey. Не стоит верить всяким слухам и прессе. Но я решил написать программу, которая делала бы все в пару кликов и была бы понятна всем. Очень уж люблю ситуации, когда можно сделать что-то крутое, что очень востребовано людьми. Это приносит просто огромное количество позитива от довольных пользователей. Приступим. Самое забавное, что для взлома не нужно ничего ни паять, ни разбирать. Все делается через подключение консоли через micro-USB разъем, который предназначается для питания. Делается это самым обычным micro-USB кабелем, который идет в комплекте. Дело в том, что NES Mini построена на основе процессора от Allwinner, а у них предусмотрен так называемый fail-режим, который используется для отладки и прошивки по USB. На разных устройствах в этот режим можно перейти по-разному, и в случае с NES Mini нужно просто зажать кнопку Reset во время включения. Сделав это, можно с помощью специальной программы читать оперативную память, писать ее и запускать код на выполнение. Грубо говоря, защиты-то никакой и нет. При этом на официальном сайте Nintendo можно найти исходные коды загрузчика. Да, вы не ослышались, в соответствии с лицензией GPL Nintendo обязана выкладывать исходные коды своих разработок. Так MadMonkey смог скомпилировать загрузчик, загрузить в оперативку NES Mini, запустить на выполнение, прочитать ядро Linux вместе с образом RAM-диска и точно таким же способом записать его назад. Дальше дело техники. MadMonkey набросал программу под названием HackChi, которая позволяет прочитать ядро Linux, пропатчить его и зашить обратно. В итоге появляется возможность добавлять свои игры. Мне сразу же стало интересно разобраться, как это работает, чтобы научиться чему-то новому и, быть может, как-то усовершенствовать. Но это оказалось не так просто. Я, наверное, целый день потратил, изучая его скрипты. При этом огрызался и рычал на родных и близких при малейшей попытке меня отвлечь. Но в конце концов разобрался. Для меня стало открытием, что в Linux можно монтировать одну директорию поверх другой. Именно монтировать, а не создавать симлинки. Игры находятся на разделе, который доступен только для чтения. Но при этом у NES Mini есть огромный раздел размером в 300 мегабайт, который доступен для записи. В нем она хранит сохранение от игр и настройки. С
Скрипты MadMonkey создают на этом разделе директорию под игры, копируют туда содержимое оригинальной директории и монтируют эту директорию поверх оригинальной на раннем этапе загрузки системы. В итоге папка с играми становится доступна для записи, а оригинальные файлы остаются в целости и сохранности, что немаловажно. И оболочка не замечает, что директорию подменили. Аналогично можно подменить и системные файлы, открыв доступ к консоли через UART, что наконец-то позволяет взглянуть на всю файловую систему и облегчает отладку. Вскоре я написал простенькую программу, которая через HexDump по UART-проводу выкачивает всю файловую систему. Это весьма медленный процесс, но очень уж хотелось посмотреть, что там есть. Как я уже сказал, игры лежат в специальной директории. Для каждой игры там отдельная поддиректория с обложкой, конфигом и, собственно, ромом игры. Самое забавное, что ромы эти в обычном NES-формате, и они ни на байт не отличаются от тех ромов, которые легко можно найти в интернете. Вы скажете, чего такого? Игры же одинаковые, с чего им отличаться? Да дело в том, что формат ANS был разработан пиратами. И один из них, кстати, является админом gbx.ru. И в этих заголовках используется нумерация мапперов, которая тоже была разработана пиратами. Тут я выпал в осадок. Как вообще? Почему? Нет, я, конечно, понимаю, что Nintendo проще скачать свои же игры из интернета, чем искать у себя где-то в архивах прошивки картриджей 30-летней давности. Но я совершенно не думал, что они так и поступят. Это что же получается? Nintendo продает нам пиратские копии своих же собственных игр? Мне тут в Твиттере подсказали, что такое еще на Wii было. Да и в новостях, оказывается, есть уже небольшая шумиха об этом. Ну да ладно, нам это только на руку. Если NES Mini использует пиратский формат хранения игр, значит на ней можно запускать пиратские копии игр из интернета без особых модификаций. Ну, это опять же сделал MadMonkey. Я еще и недоумевал, как же NES Mini определяет маппер игры. Мне тогда и в голову не могло прийти, что из пиратских заголовков. Но вернемся к тому, что я решил написать простую и удобную программу для закачки игр в NES Mini. Аналог той, что сделал MadMonkey, но такую, чтобы, простите за каламбур, даже обезьяна могла разобраться. Как вы уже знаете, с названиями у меня очень туго, и раз его программа называется Hakchi, то пусть моя называется Hakchi 2. Как бы странно это ни было. С интерфейсами у меня тоже плохо. Знали бы вы, как я не люблю их проектировать. Обычно я делаю упор на функциональность, а не на внешний вид. Поэтому программы у меня обычно либо консольные, либо вообще являются службами. Идеальный интерфейс я видел для себя так. Слева должен быть список игр с галочками, справа настройки выделенной игры. Внизу кнопки «Добавить игр» и «Прошить». Так нажать куда-то не туда или запутаться будет просто невозможно. Что же касается того, что у программы под капотом, она выполняет 3 основных действия. Первое. Дампит ядро Linux из NES Mini. Для этого через файл-режим в оперативную память консоли загружается eboot. Ему дается команда на чтение данных из NAND-памяти, опять же в оперативную память. А затем с помощью того же фил ядро читается оттуда на компьютер. Второе. Прошивает в NES Mini модифицированное ядро. Модификации нам нужна только одна, чтобы при загрузке запускался наш скрипт, если он существует. Соответственно, это действие нужно выполнить всего один раз. Процесс записи ядра в NAND-память выполняется по тому же принципу, что и чтение, только наоборот. И третье. Собирает модифицированное ядро со скриптами и играми, но не прошивает его, а загружает в оперативную память и выполняет. Скрипты при этом монтируют нужные разделы, записывает новые игры, после чего выключает консоль. Для разборки и сборки ядра я, как и MadMonkey, использую уже готовые программы из набора Android Kitchen. То есть просто запускаю чужие исполняемые файлы с нужными параметрами и в нужном порядке. А вот сам процесс чтения и записи памяти несколько сложнее. И тут лучше работать напрямую. Есть готовые библиотеки, но на C. А я пишу на C-Sharp. Конечно, можно было написать в Wrapper, но я погуглил описание файл-протокола и решил написать свою собственную библиотеку с нуля. Ничего сложного там нет. И оно вскоре даже заработало, к моему удивлению. Для работы с ромами я использовал уже готовые свои же библиотеки. Опытным путем выяснил, какие мапперы поддерживает встроенный в NES Mini эмулятор, чтобы программа сразу отсеивала игры, которые не запустятся. Самой сложной проблемой на этом этапе для меня стала установка драйвера. Если уж я решился сделать программу простой, драйвер должен устанавливаться максимально легко. Мне совсем не хотелось давать пользователям сложные инструкции или посылать их на какой-то сайт качать отдельную утилиту. Я говорю про Zadig. Это отличное приложение для простой и быстрой установки популярных базовых USB-драйверов. К счастью, у него открытый исходный код, да еще и из консольной версии в примерах. Я быстро сделал из нее простенькую программу, которая при запуске сразу ставит драйвер.
Потом сделал возможность менять играм различные параметры, добавил возможность выбирать обложки и автоматически их пережимать, добавил кнопку для автоматического поиска обложек в Google. В последний момент решил добавить еще и русский язык. И вот в таком виде выложил все это дело в сеть, назвав версией 2.0, потому что Hakchi 2. Вроде у меня действительно получилось сделать все так, чтобы программой можно было пользоваться вообще без какой-либо инструкции. Она сама запоминает, сдампил ли пользователь ядро, прошел ли он модифицированное ядро, сама говорит, что в какой момент делать. И Hakchi 2 действительно очень быстро набрала популярность, несмотря на то, что на нее ругались многие антивирусы из-за утилиты драйверов в том же архиве. Многие боялись стать частью русского ботнета. Но стоит ли говорить, сколько багов всплыло в первое время? Больше всего я промучился с ошибкой Piped Error, которая возникала в момент, когда не получалось инициализировать устройство после запуска кода в памяти на исполнение. Однако возникала она не каждый раз, а абсолютно случайно, из-за чего я много раз ошибочно считал, что наконец-то нашел хоть какую-то закономерность. Кстати, такое когнитивное искажение называется иллюзия кластеризации. Но нет, ошибка возникала абсолютно случайно. И больше всего меня напрягало то, что если в момент, когда NES Mini переставал отвечать моей программе запустить оригинальную Hakchi от MadMonkey, то консоль выходила из ступора и продолжала работать. То есть MadMonkey у себя каким-то образом правильно проводит инициализацию, а у меня что-то неправильно. Но сколько я не изучал его исходники, ничего особенного я там не увидел. В итоге я нашел программу, которая перехватывает и показывает USB-трафик, и начал сравнивать все побайтово. Вот пример того, как должна проводиться инициализация. У меня возникала проблема именно на втором шаге, при получении ответа. Почему-то приходили совсем не те данные, что я ожидал. Оказалось, что моя ошибка была в том, что в этом случае я пытался выполнить инициализацию заново, с самого начала. Программа от MadMonkey же в таком случае повторяет, начиная сразу со второго шага, после чего устройство начинает нормально отвечать. Шаманство какое-то, но ошибка исчезла навсегда. Однако, помимо этого, я столкнулся с гораздо более странным багом. Наверное, это самый странный, неочевидный баг за всю мою жизнь. Скрипты для копирования игр по окончании процесса выключают консоль. Поэтому пользователю нужно дождаться, пока погаснет светодиод. Но очень многие люди жаловались, что светодиод не гаснет даже через полчаса. Люди на форумах делились своим опытом. У кого-то все идеально работает, а у кого-то светодиод не гаснет. Кто-то считает, что существуют разные версии консолей, у кого-то все начинало работать на другом компьютере. Десятки людей пытались найти хоть какую-то закономерность. Опять же, было много разных иллюзий. Но в конце концов нашелся человек, который нашел стопроцентную верную закономерность. Моя программа не работает, если ее распаковать WinRAR, но работает, если распаковать 7-зипом. Оказывается, некоторые версии WinRAR при определенных условиях не сохраняют атрибуты файлов при распаковке. А когда мы под Windows собираем RAM-диск для ядра Linux, симлинки обязательно должны иметь атрибут системный. Самому мне даже в голову не могло прийти то, что проблема в архиваторе. Тем более я сам WinRAR пользуюсь. Вскоре я добавил в программу проверку атрибут файлов, и проблема исчезла навсегда. Правда, под Windows 10 иногда почему-то не получается поменять атрибуты. Но теперь об этом хотя бы пишется ошибка. На этом этапе программа стала уже вполне юзабельна. Но был еще целый ряд проблем, которые касались самой консоли и ее оболочки. Шрифты содержали только нужные символы, и названия многих добавленных игр выводились некорректно. Для выхода в меню нужно каждый раз тянуться к кнопке Reset. Ну и оболочка просто-напросто не рассчитана на такое количество игр, что приводит к разным глюкам. Начать я решил со шрифтов. По крайней мере, эта задача казалась вполне реальной с первого взгляда. Ведь прямо в папке с играми лежат файлы TitleFente и CopyrightFente. И надо просто их отредактировать или заменить. Однако ни один редактор шрифтов не согласился их открывать. Нужно как-то понять, что это за формат. Если поменять эти файлы местами, то текст и название игр становится маленького размера. Выходит, шрифт растровый, а не векторный, и в нем символы содержатся в виде рисунков. Если открыть файл в шестиматеричном редакторе, то можно увидеть, что каждый шрифт недалеко от начала содержит сигнатуру BMF. Гугление по запросу BMF фонд привело на сайт, где была как утилита для генерации шрифтов, так и подробное описание формата, которое я сразу же бросился читать. Да, каждый файл действительно должен содержать сигнатуру BMF, но в самом начале файла. В случае же NES Mini перед ним шли еще какие-то 9 байт. В разных файлах они были разными, кроме первого байта. Я понадеялся, что они не нужны, но при изменении любого из них консоль просто не запускалась, демонстрируя черный экран.
Выходит, что надо обязательно понять смысл этих 9 байт. Первый всегда единица. Затем 2 байта – это какие-то значения. Потом 2 нуля. Снова 2 байта значения. И снова 2 нуля. После этого уже шли данные шрифта. Я сразу же подумал, что эти пары похожи на 2 32-битных числа. Посмотрел первое. Сравнил с размером файла. Никаких закономерностей не увидел. Аналогично со вторым. Но затем я решил их сложить и получил точный размер файла без этого заголовка. Выходит, эти числа говорят нам о размерах каких-то секций в файле. Я отмотал файл на значения, указанные в первых 4 байтах, и увидел заголовок PNG файла. Я вытащил его оттуда, и да, это картинка со всеми символами. Логично, ведь программа для генерации шрифтов дает на выходе несколько файлов. У Nasmini же они просто объединены в один. Я аналогично собрал вместе заголовок и файл сгенерированного шрифта, скинул результат на Nasmini, и вуаля, недостающие символы появились. Казалось бы, теперь все должны быть довольны. Но вскоре мне начали писать японские владельцы Famicom Mini. Жаловались на то, что у них пропали все иероглифы. Я им вежливо объяснил, что с японским языком у меня плохо. Точнее, совсем никак. Но не поленился объяснить, что я выяснил и как самим сгенерировать шрифт. Вскоре мне прислали японский шрифт, и я включил его в дистрибутив. Скрипты без проблем определяют регион консоли. Спасибо японцу под ником Xsnake. Сейчас народ уже разобрался и начал активно докладывать самые разные шрифты. Даже Comic Sans есть, куда же без него. Но люди продолжали просить какие-то нереальные фичи. Как я уже сказал, многим не хватало возможности нажать кнопку Reset, то есть выйти в меню, не выпуская контроллера из рук. Я сразу же сказал, что это невозможно. Я так часто говорю на самом деле. Исходников эмулятора у меня нет. Поменять функциональность кнопок нет возможности. Но вскоре я осознал, что если подключить классик контроллера от Wii, на котором больше кнопок, то кнопка Home работает именно как выход в меню. То есть в коде эмулятора это предусмотрено. При этом эмулятор использует библиотеку SDL2, у которой открытый исходный код. Но пересобирать и заменять такую огромную библиотеку ради такой простой функции как-то не круто. Я опять начал смотреть в исходники, которые предоставляет сама Nintendo. И увидел там исходный код драйвера контроллера. Да это же именно то, что нужно. Внутреннее кодовое название контроллера, кстати, ClaverCon. От слова клавер. Клевер. Аналогично называется и оболочка на Nasmini. Claver. А название самой модели консоли CLV-001. Думаю, теперь всем понятно, что значит это CLV. Так вот, код драйвера весьма простой. И я быстро нашел, куда вставить всего одну строку. Скомпилировал драйвер я без особых проблем. Что удивительно, ведь с Linux я плохо дружу. А тут вдруг скомпилировал модуль ядра. Но обрадовался я рано. Утилита insmod отказывалась загружать этот модуль. После недолгого гугления я понял, что это из-за того, что не совпадает VRMagic. Это строка внутри модуля, которая описывает версию ядра Linux и параметры, с которыми оно собиралось. Делается это банально для того, чтобы убедиться в бинарной совместимости. Короче говоря, собирать драйвер нужно с теми же параметрами ядра, при которых собиралось ядро Nasmini. Откуда мне их знать? Да, Nintendo выложила на своем сайте исходники ядра, но там нет файла настроек. Как будто специально. Я долго мучился, меняя самые разные параметры ядра. Из-за строки VRMagic примерно было ясно, чего не хватает или что лишнее. Однако, когда строки VRMagic совпали и модуль загрузился, система отказывалась реагировать на нажатие кнопок. При этом отладить его было невозможно, так как keyprint в ядре Nasmini был вырезан, как и dMessage. В итоге я почти сдался, а эта музыка засела у меня в голове и стала везде мерещиться. Кажется, я схожу с ума. Вы тоже не слышите? Да нет, я пока еще в своем уме. На пару выпусков мне должно хватить. Так вот, потеряв всякую надежду, я залез в раздел Kernel Hacking и начал снимать все галочки подряд. В итоге внезапно драйвер заработал. В такой момент главное сделать бэкап. И я своего добился. Комбинация вниз плюс select стала открывать меню. Правда, люди вскоре начали просить сделать возможность выбирать комбинацию кнопок. Казалось бы, как? Ведь они зашиты в бинарник драйвера. Но я просто добавил в код текстовую строку, из которой драйвер берет комбинацию. А перед загрузкой в консоль моя программа находит эту строку и меняет значение. Все это имело бы огромный смысл, если бы Nintendo не сделала такой короткий провод у контроллеров. Удлинитель теперь просто необходим. Вскоре появились и люди, которые начали просить турбокнопки. Я всегда считал их читерством, к которому нас приучили с детства, ведь в России оригинальные контроллеры практически никто никогда не видел.
И я игнорировал эти просьбы, пока они не начали поступать от иностранцев. Думаю, тут рассказывать уже особо нечего, просто очередная модификация драйвера. Теперь можно на секунду зажать Select IA или Select IB, чтобы включить турбо на соответствующей кнопке. В случае же с Classic контроллером кнопки X и Y сразу же работают как Turbo A и Turbo B. Что же касается ограничений на количество игр, тут все не совсем понятно. Дело в том, что в NES Mini без проблем можно залить примерно 97 игр, но при этом перестает работать сохранение. И чем меньше игр в меню, тем больше сохранений можно сделать. Но дело вовсе не в ограничениях размеров флеш-памяти. Места на разделе еще очень много. Похоже, что оболочка не может получить столько оперативной памяти, чтобы загрузить все картинки. Ведь каждая сохраненная игра сопровождается скриншотом. Если посчитать общее количество игр, размер их обложек, размер скриншотов и учесть, что в памяти все это хранится, скорее всего, в несжатом виде, получается весьма большое число. Поначалу я думал, что с этим придется мириться. Тем более я понятия не имею, что за игры туда можно загружать в таком количестве. Для себя-то я 30 штук с трудом наберу, и половина из них уже предустановлена в консоли. Но народ очень страдал и просил. И тут я вспомнил, что для каждой игры в конфиге указан путь к эмулятору и параметры командной строки. Так ведь можно запустить не только эмулятор, но и любой скрипт, что не мешает запустить скрипт, который будет монтировать другую директорию с играми, что для пользователя будет выглядеть как папки. Попробовал, получилось. В итоге я смог записать аж 600 игр за раз. Моя программа автоматически разбивает их на папки, сортируя по алфавиту. При таком подходе и сохранение продолжает работать полноценно и ничего не тормозит. Хочу еще сделать возможность выбирать алгоритм генерации дерева папок и возможность менять их картинки. Но в этот момент я подумал, что пора бы остановиться и снять наконец-то про все это видео. За этот месяц было добавлено и много других разных фич. Сейчас уже все и не упомнить. Было найдено и много багов, интересных особенностей. Например, консоль отказывается запускаться, если среди игр есть хоть одна, в названии которой подряд идут апостроф и любая цифра. Пришлось ввести проверку на это. Необычные спецэффекты в играх – это на самом деле защита от приступов эпилепсии, которая включается параметром командной строки. Кстати, у встроенного эмулятора много и других параметров. Он охотно сам их выводит. Правда, почему-то они не все работают. Например, эмуляцию PAL не получается включить при всем желании. И да, европейская версия консоли содержит американские версии игр. И BIOS для Famicom Disk System там тоже есть, хотя игры для нее выходили только в Японии. Так что они тоже запускаются. Из картриджных же игр поддерживается не очень много мапперов, но все самые популярные на месте, так что около 90% игр работают. Однако меня продолжают заваливать письмами с просьбами добавить в программу поддержку того или иного маппера, не понимая, что это не от меня зависит. Хотя в теории вполне возможно скомпилировать под NES Mini другой эмулятор. Но я оставлю эту затею людям поумнее. Среди оригинальных игр есть одна скрытая. Точнее, это не игра, а производственные тесты, что-то вроде сервисного меню. Быть может, какой-то хитрой комбинацией можно получить к нему доступ без танцев с бубном. Санчес вон уже начал дезассемблировать файл эмулятора. Забавный факт, в нем спрятано сообщение от разработчиков. Точнее, от некого капитана Ханафуда. На самом деле, Ханафуда – это игральные карты, которые Nintendo выпускала в позапрошлом веке. Санчес говорит, что на этот текст есть указатели. То есть, какой-то код его использует. Вполне возможно, что это рабочая пасхалка. Еще из забавного, если в папке с любой игрой создать папку Pixel Art и положить туда любую PNG-картинку, она будет показываться на фоне во время простой консоли. Да и вообще, в памяти консоли полно разных картинок, звуков и скриптов, которые можно редактировать. Так при желании вполне реально сильно прокачать свою консоль. Благодаря донатам за программу я наконец-то купил свою собственную NES Mini. У нее я тоже сразу же подпаялся к QWERTY-выводам, но вывел их наружу и повесил маленький штыревой разъем. Свою NES Mini я купил только ради экспериментов. У меня и в мыслях нет играть на ней. Хотя меню я листаю часто, запускаю игры, проверяю. Чего бы еще такого сделать с ней? Пожалуй, пора избавиться от этой дурацкой музыки в меню. Что такое деньги? Что такое деньги? Вот так гораздо лучше. А знаете, ведь это, пожалуй, первый взлом консоли, который приносит издателям прибыль, а не убытки. Ведь игры отдельно они не продают, а саму консоль теперь просто сметают с полок магазинов.
Такое впечатление, что в Nintendo сидели и с нетерпением ждали, когда же ее взломают уже. Так что, надеюсь, они не поставят мне страйк и не засудят. Тем более, незаконного я ничего не делаю, пока не распространяю игры. Ну, а на сегодня, пожалуй, у меня все. С вами был Пастор. Пока. С утра чудо такое, ребенок, будто из Африки в дом пришел.